У меня много материала отснято предыдущего, вот как я канализацию делал и как все здесь происходило, но руки не доходят до того, чтобы это все смонтировать, поэтому я решил апдейт небольшой такой сделать, а те видео все я смонтирую чуть попозже про канализацию, про самый первый этап в фундаменте. Подушка у меня только из песка, никакого щебня. Хотел я щебень, но, во-первых, это дороже, во-вторых, сложнее канализацию потом прокладывать. Прямо на утрамбованный песок положил пленку. Пленку надо брать немножко потолще. Заявлено было 150 микрон, но какая-то она местами хлипкая. Дальше прокопал траншеи разложил сначала отметил там, где будут выходы под канализацию. Почему так много канализации, да, это самый первый вопрос, кто приходит сюда и спрашивает. Потому что вот если смотреть вот на эти 4, да, то я не знаю, с какой стороны будет у меня туалет, с какой стороны у меня будет душ. Вот, и поэтому я сделал закладные и там, а использовать потом буду только 2 из них. Причем люди забывают про фановую трубу, да. У меня фановая труба есть. Такая же ситуация, в принципе, вот здесь вот, это бойлерная. Здесь, возможно, тоже ничего не будет, а возможно, будет один выход под санузел, второй там фановая труба. Но пока что будет только вот один тот санузел, самый дальний. Вот. Размеры, получается, опалубки 10,41 на 12,21, с учетом того, что здесь пойдет утеплитель 5 сантиметров с внутренней стороны, и на него уже будет заходить блок на эти же 5 сантиметров, чтобы вышло все в одну плоскость с фундаментом. Мне не нравится, когда фундамент немножко выступает. Я хочу сделать вровень и заштукатурить. Просто разных цветов будет фундамент и стены. Получается, вот эта вот стена 10,41, а вот это 12,21. Закладные я сделал под электричество. Очень много резервных. Тоже спрашивают, почему. Но когда потом будет не хватать, будет уже поздно. Придется долбить, там как-то это все делать. Просядет потом это все. Лучше сделать заранее, сразу побольше. А с той стороны в основном это все вода. Плюс одна еще закладная под электричество туда. Вывод, чтобы насос напрямую подключался к щитку. И здесь тоже вывод есть для воды.
И здесь у меня вот закладные вот эти вот, которые сразу без всяких разрывов пойдут до вот там вот, до того столба с обратной стороны дороги. Я буду делать прокол в земле, да, то есть траншея будет здесь, да, а потом, чтобы не рыть не рыть дорогу, да, буду делать прокол. Вот, ну, можно сделать самому, можно заказать, это все есть. Такой вот навес сделал. Это стол для того, чтобы гнуть арматуру. Я нагнул, наделал лягушек. Вот таких вот. Получилось у меня, по-моему, 150 ровно. 150, да, 150 или 148 штук. Сделал, в принципе, за день, не торопясь, за один день. Но тут самое главное — это стол сделать, да, стол сделать, чтобы не измерять каждую арматурину рулеткой. Вот здесь у меня был аппарат гибочный, как он называется. То есть я сначала упирал в одну, потом во вторую. Это у меня ограничитель был, чтобы 90 градусов получалось. То есть сейчас он не под 90, да, но с учетом того, что она упругая, потом, когда отпускаешь, оно ровно 90 градусов. Таким образом, они получились совершенно идентичные. Я их делал по 104 сантиметра. 104 сантиметра. Сетка у меня, кстати, из 12 арматуры идет 20 сантиметров. 20 сантиметров, но вот тут можно заметить, да, что около стены немножко почаще идет. Ну, вот последняя самая арматура. То есть вы укладываете 20 сантиметров, 20, 20, 20, 20, а последний уже, ну, то есть можно или в 2 раза чаще, или, ну, как получается. Это не обязательно, я считаю. По размерам лягушек ноги у нее около 25 сантиметров получаются, высота где-то 17,5 сантиметров, 18. Длина вот этой части, на которую ложится арматура, она получается тоже около 23-25, смотря как считать, да? Вот. Ну и вторая нога такая же, понятно. Укладывал я их на каждый 5-й ряд. 1, 2, 3, 4, 5. В этой плоскости, да. Ну и в шахматном порядке. Можно, в принципе, и не в шахматном делать. Здесь у меня разбег получается 1, 2, 3, 4. То есть если на центр смотреть, 1, 2, 3, 4, там уже идет следующее. С этой стороны будет терраса. Я ее сначала думал сделать отдельный, на предыдущем видео, посмотрите, там видно. Сначала думал сделать отдельную опалубку здесь, да, и утеплить, чтобы не было мостиков холода. Но потом просто подумал, что будет правильнее все целиком залить, а уже потом сверху, если необходимо, утеплить и дойти до угла, и там дальше отмостка тоже утепленная. Утрамбовано получается в общей сложности где-то даже, наверное, раз 6. Вот. То есть, когда песок мне привезли, я утрамбовал, потом выровнял. Как я выравнивал, да? Я поставил, у меня были брусья, я разложил брусья через каждые там 2,5 метра, выровнял их по лазеру и маяки сделал из брусьев.
И по этим маякам взял правило 2,5 метра и протянул. На словах это звучит просто, а на деле, когда работаешь 5 дней в неделю и только на выходных это все делаешь, это все долго и сложно. Вот. Но когда уже выровнял, да, после этого проходить трамбовкой намного приятнее по ровному основанию. Вот, и потом проливал, еще проходил, еще выравнивал, еще проходил. И вот так вот 3 раза я брал трамбовку в аренду и проходил. Но, конечно, можно это все за один раз сделать. Я просто делаю все один, абсолютно. Все работы один. Даже блоки вот эти тоже разгружал один. Ну как, у меня был кран, у меня были 2 шаланды. Вот эти 60 кубометров я разгрузил за 1:20. Говорят, что обычно такой объем разгружают 2 человека 2 часа.